Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаю я небольшую эту серию для новичков. И сегодня поговорим, пожалуй, об основном, соответственно, компоненте. Собственно говоря, для чего вот это все поле нам, для чего мы вот это все делаем. Заходим сюда, играем. Все это, конечно же, ради карт. Ради вот этих вот самых картоночек, из которых мы и будем составлять свой отряд, который состоит из 8 героев. На максимуме изначально их будет поменьше отряд, там и противники будут соответственно. То есть вот давайте вот это все поле, собственно говоря, и обсудим. Ну и заодно я вкратце просто расскажу, откуда можно эти души героев самых добыть. То есть начнем с того, что какие вообще у нас герои бывают. Здесь есть несколько подразделений, не все они, скажем так, являются первостепенными по важности, но самое первое – это редкость. Редкость карт, соответственно, у нас бывает обычная. Вот они, обычные карточки, они вот такие вот беленькие, серенькие вот здесь вот. Так, давайте я сейчас перейду на русский язык, чтобы вам было проще к пониманию. Вот. Перешли на русский. Ну и, соответственно, вот у нас белые карточки. Вот они. И эта редкость обычная. Также у нас есть редкие карты. Синенькие вот такие вот, синенькая окантовочка, вот здесь вот синенькая, это редкие карты. Есть уже эпические. Фиолетовые. Это эпики. Ну и также имеются у нас, собственно говоря, самые мощные карты в игре. Это оранжевые, то бишь легендарные. Пока мифических еще не добавили, но я не исключаю, что через годик, чтобы разноображивать контент, добавят какие-нибудь мифические карты, красные, как обычно это бывает. Вот, соответственно, каждая карта, за исключением того, что она представляет определенную редкость, также имеет пол. То есть вот здесь, например, пол мужской. Это мужчина. Здесь, к сожалению, не посмотреть. Вот фракция не показывает, но фракция чуть-чуть попозже. И есть также женский пол. Это у нас пол женский. То есть от того, что какого пола карта, зависят некоторые механики. Например, если взять ту же самую вот Иостру, Сияние Зари, например, она накладывает немоту на мужчин врагов. То есть если там стоят девушки, она, соответственно, на них не накладывает немоту, а вот на мужчин она на всех вражеских накладывает немоту. Также есть бесполые существа, то бишь это здание. Вот, это значок бесполости у них здесь такой. То есть и мужчина, и женщина, грубо говоря, соединены в одном. Это бесполые герои, и, соответственно, это здание. Те здания у нас являются бесполыми существами. То есть на них та же самая Иостра ни на одно здание немоту наложить не может. Вот. Далее. Также все карты подразделяются на 3 фракции. То бишь это порядок. Вот такие вот синенькие у них задние фоны. Это природа, зеленый фон. И это хаос. У них, соответственно, гиена огненная, красный фон. Также герои подразделяются на героев ближнего боя. То есть это те герои, которых мы можем поставить на первый или вторую клетку на поле, в ряду. Точнее, в линии. Вот. И также есть дальнего боя, это которых мы можем поставить на третью и на вторую линию. Вот. На первую линию стрелка, например, поставить нельзя. Ну и уже далее карты подразделяются на абсолютно разные механики. То есть есть куча механик здесь. Не все они, конечно, далеко там рабочие и прочее, но они есть, и вот в фильтрах вы их можете в общем количестве посмотреть. То есть есть те, кто призывает, например, смерть, есть кто дает доп. Атаку, там умение какое-то, накладывает немоту, призывает там что-то, либо существ каких-то, либо там какие-то руны, либо там пентаграммы, может замораживать, яд накладывать, имеет полет,
там срабатывает умение в конце хода. То есть этих умений тьма тьмущая. Все их, конечно же, перечислять я сейчас не буду. Да это и ни к чему. Это надо уже садиться и планомерно самому разбираться. Ну вот для примера давайте вот выберем фильтр призыв. Вот. И, соответственно, что мы здесь видим правильно? Перед атакой призывают две марионетки. То есть вот призыв призывает на поле руны или героев. Вот. Ну, есть еще пентаграммы, кто призывает. Это, например, у нас получается... Так, вообще он вот здесь должен быть. Сейчас мы его найдем. Кстати, странно, что его здесь... Очень странно, вот тоже. Фильтры не идеальны. То есть у нас вот такой герой, как Голиаф. И, например, при смерти он призывает две пентаграммы 38 на вражеские клетки. Но там упоминается почему-то только руны или герои. При этом призыв есть, но вы сами видели, что фильтр не срабатывал. То есть он не показывал. Ну и такое. Есть, например, тот же самый вот генерал. Он, если атакован, призывает эхо безликого. Это такое же существо, просто более слабое, на случайную клетку в ряду. То есть, и я говорю, механик, вариации героев и всего прочего здесь тьма тьмущая. Поэтому об этом сейчас я рассказывать не буду. Поговорим мы далее о самой карточке. То есть, что на ней есть. Ну вот я беру для примера вот Тейлар Кейлхорн. Что мы здесь видим? Здесь показывается фракция. Здесь показывается его пол. Здесь показывается продвижение его по уровням. То есть, если вот мы, допустим, даем ему там 11 уровень, звезда заполняется, соответственно, 16, 21, 26 и 31. 7 звезд теперь стало, было 6 звезд. Ввели 31 уровень, соответственно, вот так вот теперь все поменялось. Здесь его атака показана, это его мощь. Она влияет, ну, в этой игре много на что, и на сложность каких-то событий, и на увеличение, соответственно, там, эта мощь считается в битве гильдий, то есть, когда вы выставляете войска, ну и прочее, прочее, прочее. Здесь, соответственно, мы видим здоровье. Вот этими ползунками мы можем крутить влево-вправо, смотреть, как он будет меняться на следующих уровнях при прокачке. Соответственно, здесь это окошко, это его умение, это его уровень и его прогресс. Сколько нужно карточек для того, чтобы достичь следующего уровня. Вот здесь мне нужно, например, 103 карточки. Также мы можем добавить его в избранное, добавлено в избранное, удалено из избранного. Ну и здесь, наверное, не самый тогда удачный. Ну вот, допустим, вот здесь мы можем повысить его уровень. То есть вот, например, я могу отдать 20 тысяч золота, и болт, соответственно, повысит свой уровень на 17 здоровья. Вот, это вкладка «Информация». Далее, духовные связи. У меня есть отдельное видео про духовные связи. Здесь я буквально коснусь немножечко. Это то, что они дают постоянный бонус. То есть вот эти вот плюс 5, они ему ушли постоянно, на постоянной основе. То есть вот у меня для него все духовные связи сделаны. То есть духовная связь, например, дает здесь, получается, плюс 4, 9, 15 здоровья и 5 атаки. То есть вот это постоянный бонус, который на него будет действовать. Ну, а это показаны, соответственно, тут карты, которые нужны для того, чтобы дать ему эту связь душ. И для этой связи мы должны потратить вот эту вот пыль. Следующее – это пробуждение. Опять же, посмотрите лучше отдельное мое видео про пробуждение, там я все полноценно рассказал. Пробуждение дает также какие-то постоянные бонусы. Вот он у меня пробужден, допустим, на 6 уровне я его пробудил. Он получил плюс 6, плюс 11 на постоянной основе. Но, когда вы пробуждаете карту, все вот эти вот умения, они сбрасываются на первый уровень. То есть, ну, вы сами видите. Но какой-то из них увеличивается. Либо он может, пробуждение может давать просто статы, как вот здесь вот, что на 6, что на 11 уровне, он просто получает статы, больше ничего не получает. То на 11 уровне умение получает очень хороший буст. На 16 уровне при пробуждении он получает хороший буст именно по урону. Вот это умение. То есть, ну, как-то так, вкратце про пробуждение. Ну и, соответственно, у нас есть такая штука, как усилить. То есть, если он, допустим, у вас вот есть 15 уровня, вам нужно его, допустим, догнать до 16, вы можете его на день усилить. То есть, потратить 138 пыли, и он станет вот такой, 60-129. То есть, усиление, это... Оно, можно дать ему там очень много уровней этим усилением, но каждый следующий уровень будет дороже. То есть, вот давайте, например, я вам покажу.
Ну вот, например, у меня есть стрик. Вот я хочу его усилить. Это стоит 138. Вот я трачу 138, он получает этот самый уровень. Следующий будет уже, он даст ему атаку, но это будет стоить 552 пыли. То есть это дорого. Это я просто вам для примера сейчас показал. Ну и также мы здесь можем распылить легендарные карты, но нас это не касается до тех пор, пока мы не достигнем супер-пупер топа, когда у нас карточка будет прокачана со всеми пробуждениями на фул вообще полная, то есть прокачка, и тогда лишние карты можно распылить. Но опять же, я не советую пылить никогда легендарные карты, потому что все в этой игре может измениться, и они могут вам пригодиться. Вот все, что касается, собственно говоря, самой карты героя. Теперь о том, где же можно добыть эти самые души. То есть, для начала давайте коснемся обычных. Обычные души мы сейчас можем получить, либо делая вот этот призыв наемники, обычные и редкие души, либо играя в Колизей, там тоже дает обычные души, либо в приключениях, вот этот вот сундук приключений сам, мы его можем забрать, и там тоже будут белые души. В принципе, с белыми душами разобрались, с обычными. Теперь переходим на редкие. Редкие это уже более... секундочку. Все еще жива эта тема, хотя не знаю, надо ли это было оставлять. Вот в этих двух сундуках мы получаем обычные души тоже. То есть что отсюда, что отсюда. И здесь также идут обычные души. Вот, это еженедельные и ежедневные задания. Далее редкие души. Редкие души уже выбор гораздо больше. То есть, во-первых, вот мы их можем получить вот отсюда, то бишь из сундуков лиги. Можем получить из победного сундука, вот 497 душ. Можем получить также из ежедневных, еженедельных заданий. Можем получить из приключений. Можем получить в битве гильдий. Так. Ну, соответственно, купить в магазине можем. Можем их получить из боевого пропуска, вот из этого. Также мы здесь можем добыть редкие души. Если вы на начальных лигах, то с черного рынка, соответственно, вы можете получить редкие души вот отсюда. Там на начальных лигах тоже, насколько я помню, есть редкие души. И также вот еще, что касается обычных душ и редких душ, сразу вместе это упомянем. Вы можете эти самые души запросить. То есть, ну вот, например, открываем мы белые души. По-моему, у меня сейчас запрос не действует. Я вроде просил. Сейчас посмотрим. Вот. Работает. Вот. И здесь мы можем попросить, оно от лиги зависит, вот это вот количество душ. Ну вот я могу попросить 105 душ. Вот я их прошу, то же самое с редкими, но там будет 26 душ. По поводу эпических. Ну, также в Колизее мы можем редкие получить. Можно еще и в наборах их получать. Там либо это будет боевые наборы, там тоже есть редкие души. Либо это можно какие-то там наборчики купить, там будут тоже попадаться изредка редкие души. Теперь, что касается эпических душ. Ну, опять же, это магазин, это арена богов, это бои в лиге. То есть вот у меня вот есть эпический сундук, вот отсюда мне упадет 426 эпических душ. Все это также зависит от вашей лиги. Количество душ выпадающие. Ну и также вот мы можем их купить здесь. То есть вот, например, у меня вот здесь эпики, у вас там, если вы в самом начале будут вот здесь еще эпики. То есть можно купить за монетки. Ну и также можно получить, вот у меня сейчас здесь уже легендарный сундук, а до этого у меня шли эпические сундуки. Также в самой башне, либо в самой яме также можно получить эпические души. Плюс, но это чисто индивидуальное дело, оно касается только вас, вы можете эволюционировать определенные карты. То есть с белыми есть определенный набор карт, которые вы можете их эволюционировать. Синие уже редкие и эпические, там только в тех героев, которые вам нужны. Вот здесь, например, мы нажимаем такая вкладочка «Эволюция». И, соответственно, делаем вот так вот. То есть мы можем выбрать здесь, кого мы хотим эволюционировать. Например, вот можем в кристалл, можем в топорика. Но в идеале, конечно, вот это ее продолжатель. То есть если это у нас получается ведьма, это у нас колдунья. То есть, соответственно, колдунью мы уже можем эволюционировать в эпик жонглер хаоса. А жонглера хаоса мы можем эволюционировать в дискордию. То есть вот такая вот цепочка может получиться.
Не забывайте главное, что эволюция очень сильно кушает ваши души. То есть 50 душ стоят 5 редких карт. Соответственно, 50 синих это 5 эпиков. И 20 эпиков это всего лишь одна легендарка. То есть здесь уже смотрите сами, нужно ли вам это или не нужно. Но такая возможность есть получать души, и ей иногда надо пользоваться. Вот, в принципе, вкратце, то есть откуда что можно забрать, что откуда можно получить. Ну и также у нас есть такие, собственно говоря, герои, как ивентовые герои. Ну, сейчас еще про магазины желаний отдельно буквально пару слов скажу. У нас есть, сейчас теперь появились, точнее, такие вот магазины. Раньше был только легендарный магазин желаний. Сейчас у нас появились такие магазины, как магазин редких душ, магазин эпических душ и магазин, ну, соответственно, остался легендарных душ. Здесь вы можете выбрать в зависимости от вашей лиги одного, двух или трех героев. И, соответственно, там есть раз в сутки бесплатная попыточка покрутить. И достать или не достать того, кто вам нужен. Вот, также здесь можно крутить за изумруды, но не всегда я это советую. Это уже тоже, опять же, дело личное. То есть вот здесь тоже можно достать недостающие души. Также сразу хочу еще напомнить вам, что пока у вас не открыта карта, ну вот, например, у меня есть такая карта, я не знаю, здесь сейчас покажет, не покажет, как гребаный этот дом жизни. Вот он. Вот этот дом жизни у меня не открыт. Соответственно, мне он может упасть в определенных только призывах, там, либо в праздничных, либо я могу достать его из магазина желаний. Это вот, в принципе, два варианта, откуда я могу получить новую душу. Ну и там есть события определенные на сундучки. Вот, допустим, на легендарный сундучок. Сейчас посмотрим, есть оно, нету. Там тоже можно достать новую душу. Но настолько минимален шанс, что дальше ехать некуда. Да, вот есть. Вот с этих вот эпических сундучков вам может упасть абсолютно новый герой, то есть которого у вас нет. Если в обычных призывах, то есть в магазине, например, падает только те, кто у вас уже имеется, то там вам может упасть тот, которого у вас нет. С этим разобрались. Ну и в принципе, вот все, что, наверное, касается героев, я вам рассказал в основной своей массе. То есть здесь вот есть у нас тоже куча вкладочек, то есть для удобства. Здесь вот мы нажимаем, покажет, каких героев мы можем увеличить. Здесь покажет, каких мы можем эволюционировать. Здесь кому мы можем дать духовную связь. Соответственно, здесь кого мы можем пробудить. Ну, здесь пошли фракции, ближники, дальники, здания, белые, редкие, эпические, избранное и фильтры. В принципе, все. Что касается вот именно карточек и карт героев. Но у нас есть еще такая штука, категория героев. Это мы разбирали, грубо говоря, обычных героев. У нас есть такая категория, как герои ивентовые. То есть вы их также можете достать из магазина желаний, если вам повезет, опять же. Но вот есть, вот это, в принципе, все герои, практически, они ивентовые. То есть они были, ну, часть у меня я доставал с магазина, часть из ивентов. Чем они отличаются от обычных героев? То есть пока вы его не достанете, например, из магазина желаний или не получите с события, вы его, вот, например, с тех же самых обычных призывов, то есть он вам выпасть не может априори. То есть вот у нас проходят определенные события, ну, вот сейчас оно уже закончилось, вот в этих сундучках мы можем вот достать новых легендарных героев по 3 на события, то есть их 3 героя на события, 3 редких, 3 эпических, 3 легендарных. Вот мы можем достать отсюда новых легендарных героев. Они обычно, ну, посильнее, скажем так, чем обычный пул героев. Есть у них там всякие хорошие примочки и плюшки. Вот. Но как-то так все это выглядит. Вот, в принципе, ну, как обычно, все в моем стиле слегка сумбурно и прочее, и прочее. Но я надеюсь, более-менее доступно я объяснил именно по картам, то есть что вообще из себя представляет. Мне кажется, для новичка все-таки это будет немножечко, но полезно. Ну, а я хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр, ребят. Кто не подписан, подписывайтесь. Заходите к нам в Telegram. Отличная у нас там компания. Ну и желаю вам отличного настроения, хорошего дня. Пока-пока, ребят. Пока.